Привет, дорогие друзья! Наверное, многих из вас интересует, что же происходит с обменом тел украинских военнослужащих. Напомню, что в Стамбуле российская делегация заявила о том, что они отдают 6 тысяч тел. 6 тысяч тел отдают, а назад получат, сколько получат, столько получат. Я тогда еще отнесся к этому, достаточно скептически. Почему? В принципе-то мне все равно, но вообще-то для российской стороны такой обмен означает, знаете, когда отдаешь в одностороннем порядке, это значит, что противоположная сторона не обязана уже, у себя в голове, не обязана хранить эти тела, идентифицировать, проводить анализ ДНК, это все еще и дорогостоящее, и плюс привлекать людей и так далее. Поэтому, когда обмен идет вот такой вот, мы вам вот столько, а вы сколько захотите, то это всегда очень плохо для тех, кто предлагает без условий. Но суть не в этом, да. Суть в том, что российская сторона предложила 6 тысяч тел. 6 тысяч тел – это очень много. Если вы представляете, что подъезжают рефрижераторы, и они там в повалку один на другом, так и нет. Российская сторона, когда они уже подвезли эти тела, об этом чуть позже, да, но они подвезли эти тела, там все очень четко было распределено, там не было в повалку, знаете, как, к сожалению, знаете, как иногда как мясо. Вот, здесь было все интеллигентно, но фишка в том, что обмен сорвался. То есть я сначала прочел новости в российских телеграм-каналах о том, что, мол, российская сторона вот передает столько-то, а украинская сторона там, в 10 раз меньше, да. Но со мной связался мой товарищ, который участвует в этих всех вопросах по поводу обменов и обменов телами в частности. И он говорит, сорвалось. Киев отказался. Эта вообще новость показалась мне фантастической. Как это Киев отказался? Как это Киев? Уже условия, уже супер-пупер, но Киев отказался, да? Позже, уже через несколько часов, появилась информация о том, что да, отказался Киев. Почему отказался? Еще тогда, когда российская сторона предложила 6 тысяч тел, мне начали писать, и я читал эти комментарии, что там, да вы подумайте, какой это удар по Киеву, потому что теперь надо выплачивать семьям погибших. Я сейчас вам все объясню, да, что это на самом деле не так. Почему? Семьям погибших никто ничего выплачивать не собирается и не выплачивает в Украине. Это все большая сказка. Семьи погибших должны получать по 15 миллионов гривен за погибшего. Таким образом, 6 тысяч погибших – это 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Конечно же, Киев никогда бы не выплатил эту сумму, и он не выплачивает вообще семьям. Почему? Я уже когда-то даже объяснял, но я повторю еще раз, много подписчиков новых, я еще раз повторю. Дело в том, что есть ряд условий для того, чтобы эта сумма была выплачена. Во-первых, человек, чей труп предлагается, да, со стороны россиян, он должен был точно погибнуть при исполнении своих служебных обязанностей. Кто это может подтвердить? Свидетели. Какие есть свидетели гибели того или иного человека? Да никаких. То есть за пропавших без вести ничего не платят. Поэтому для Киева вообще всегда удобнее, чтобы вообще не платить. То есть это они все пропавшие без вести. Никто не занимается целенаправленно тем, чтобы доставать оттуда тела. Занимаются только сами побратимы, то есть имеется в виду вот те военнослужащие, которые служили вместе с человеком, вот они стараются забирать тела, нередко гибнут сами, когда пытаются их забрать. Отправляются группы для того, чтобы забрать 200-х и так далее. Это часто не получается по тем или иным причинам. Но это для Киева только хорошо. Пропал без вести, все. Не надо ничего не выплачивать, и социальная напряженность спадает. Поэтому вы знаете, долго искал пропавших без вести, очень успешно. Мы их находили, очень многих находили. Конечно же, я контактировал с той стороной для того, чтобы их найти, но за это получил государственную измену. Должен заметить, что ни один, подчеркиваю, ни один из родственников тех, кого мы нашли, не вылез сейчас после того, как мне дали 15 лет, и не написал слова поддержки хотя бы в личку. Ни один. Я не собираюсь больше этим заниматься, поэтому не пишите мне больше по этой истории. Обращайтесь сразу в СБУ. Вот, пропавшие без вести – это круто. Пропал без вести, и все. И не знаем теперь, что с тобой. Почему мы еще и видео, я предпочитал видео записывать по пропавшим без вести, потому что когда записано видео, он уже живой. То есть уже сложнее, чтобы с ним что-то там случилось. Все равно кое-что случалось иногда с людьми, но тем не менее. Вот, но здесь 15 миллионов. Значит, на чем я закончил? Это должно быть подтвержденная гибель.
То есть он должен погибнуть при исполнении служебных обязанностей. А если он погиб, на него, условно говоря, упал какой-то там мешок с боеприпасами, ну тут уже такое непонятно, исполнение это служебных обязанностей или нет. Второй нюанс. Я утрирую, конечно, на самом деле так оно и есть, если нет свидетелей. Зачастую нет свидетелей. Ну, бывает, что гибнут целыми подразделениями. Вы помните ситуацию, когда 5 отправилось на задание, не хотели идти. Это была 3-я задача, поставленная за 2 суток. Не хотели идти, отказывались. Я публиковал видео. Они все 5 погибли. Кто свидетель? Нет свидетеля. Далее, это еще если опознают, потому что многие тела разложившиеся. И вот россияне специально сделали так, что они с тестами ДНК, то есть уже есть. Но украинская сторона, конечно, не обязана верить россиянам, даже более того, они обязаны им не верить. Поэтому это долгая история, они должны сами идентифицировать. Вы понимаете, насколько это растягивается, да? Второй нюанс. Погибший не должен был принимать запрещенные вещества. Вот, это значит, надо проводить анализы. Вам рассказывать, насколько просто подделать анализы в Украине? Ну, если сильно надо, то, конечно же, все они, значит, принимали запрещенные вещества. К слову, я должен сказать, что действительно многие военнослужащие принимают запрещенные вещества, потому что они там на пределе, и таким образом они там, кто страх глушит, кто еще что-то там, кто там себе добавляет, как ему кажется, какой-то энергии волшебной. Ну, там, некоторые считают, что они становятся неуязвимыми, ну, в итоге они становятся 200-ми, да. Вот, надо провести такой анализ. Если есть наличие запрещенных веществ в крови, никакой выплаты семье не выплатят. Я не помню, что там по алкоголю, просто лень было лезть проверять. Короче, там масса условий. Но помимо этого, украинские парламентарии принимают еще и законопроект, в соответствии с которым выплаты будут выплачиваться через 2 года после завершения боевых действий. Все. Ну, то есть, таким образом, я вам замечу, что не вышли толпы под Верховную Раду, не начали сносить Верховную Раду по кирпичику после такого жесткого законопроекта, который однозначно говорит о том, что деньги не выплатят никогда. В Украине не выплачивают деньги за погибшего. Все, забудьте. Поэтому аргумент о том, что Киев типа не берет эти тела, потому что не хочет выплачивать, они и так не выплачивают ни хрена. Что они возьмут, они и так не выплачивают. Когда кто-то думал с российской стороны, что это вызовет какой-то социальный взрыв, потому что семьи погибших, ну там 6 тысяч, 3 человека семья, к примеру, там, да, плюс знакомые, ну короче, там, ну, до 20 тысяч, пускай будет. Не сделают 20 тысяч ветра. Вы знаете, когда сбили самолет с украинскими военнопленными, я тогда знал, что сбили. И тогда отчитались, вау, мы сбили, а потом стало понятно, что это были украинские военнопленные. Помните, как отрицали все? А потом на меня вышли родственники, которые приходили туда, в эту, какой-то там, они там создали штаб, и там в этом штабе перед ними отчитывался там, представитель ГУР, по-моему, и лично Буданов что-то рассказывал, что вот такая вот ситуация и все такое. В итоге подтвердилось, да. Говорили, помните, что нет, там не было никаких пленных, там были пленные. И что случилось? Ну, произошел какой-то социальный взрыв. Что произошло? Нет, ничего не произошло. И здесь ничего не может произойти. По определению ничего не может произойти. Каждый, кто начинает возбухать, к тому СБУ приходит. Все люди боятся, как овцы запуганные. Им проще в страхе своем кричать там на кого-то, да. Но здесь, когда происходит такое скотство, и просто не выплачиваются деньги, или замалчивается смерти, или вот как сейчас, допустим, не берут тела, да, ну ничего не произойдет. Не будет никакого социального взрыва. Не будет. Почему Киев на самом деле отказывается их принимать? Да потому что они технически даже не готовы были их принимать, потому что они не готовились их принимать, потому что у них не готово ничего, ни материальная база для того, чтобы это все принимать, да? Потому что 6 тысяч, ну реально это много. Что с ними делать? Даже если они начнут забивать как туши, да, но все равно это какие-то помещения. Там должна быть температура определенная. Плюс, опять-таки, это надо проводить тесты ДНК, потому что почему они вдруг будут доверять россиянам, да? Они просто не были готовы вообще. Они не были готовы, что кто-то их будет отдавать. Они не хотели их принимать. И сейчас они просто говорят, идите нафиг. По сути, сейчас что они делают? Они говорят, 3 года назад Зеленский, кстати, заявил, что, мол, так поступают, там, как
с животными, там что-то, когда типа россияне не хотели принимать своих погибших. И там такая была ситуация. А сейчас как это назвать? По сути, они сейчас заявляют россиянам: можете зарыть эти трупы под забором, под бурьяном, за сараем заройте их, нам все равно. Вот что происходит. И не принимают они их просто потому, что они не знают даже, где их размещать. У них не готов автотранспорт для того, чтобы их принимать. У них не готово ни хрена. Они не были готовы. Они не хотели их принимать. Не желали. Ты отправился там умирать за эту прекрасную страну, великолепное государство. Ну все, умер и все. Знаете, как помер Вадим, да и это с ним, как говорится. Такое грубое выражение, но это четко характеризует отношение сейчас украинской власти к этим трупам. Однако же, еще раз повторюсь, считать, что это вызовет какую-то социальную напряженность. Говорят, там уже в Телеграм начинают писать. Да и что? Начинают писать в Телеграм. Если вы сейчас почитаете отношение, которое есть к Зеленскому в украиноязычных группах, только не читайте вот этих теток, выживших из ума, которые сидят где-то в Швейцариях, там на пособиях, вот это самый его электорат. Те, кто в Украине, ну, очень по-разному относятся сейчас к Зеленскому и ко всему, что он мочит. Это заметно. И по смене тональности некоторых СМИ даже. Ну, СМИ-то такое. В телеграм-группах, когда ты начинаешь это читать, в Твиттере, да, украиноязычное, то там, совсем не радужно все для Зеленского. Это, конечно, могло бы стать серьезной причиной для того, чтобы, как минимум, те, кто проголосовали за вот это вот, что выплаты только через 2 года после окончания боевых действий, это просто с ними должно было произойти нечто, что происходило в свое время, там, помните, диктаторские законы. Він голосував за диктаторские законы. Сейчас уже законы такие, что те диктаторские законы от Януковича, кажутся просто шуткой какой-то. Янукович кажется ягненком, которого ни за что, ни про что, понимаешь, зарезать хотели. На фоне этого черта. Но, тем не менее, народ безмолвствует, народ молчит. И опять-таки говорю, может быть и можно понять. Вякнешь что-то, придут. Мне говорят, что вот там, называют там города, ряд целых городов, говорят, там так тебя поддерживают. Люди там пересмотрели свое там мнение, некоторые. Вот, и я понимаю, но они не могут публично ничего сделать. Потому что придут. Это построено государство лжи, государство диктатуры, и поэтому вот так. Но отношение такое к своим павшим, это скотство запредельное, которое меня, к примеру, у меня на голову это не налазит. Просто не хотел долго писать в Телеграм, а многие еще, может быть, не подписаны, потому что в Телеграм у меня там 1,4 миллиона, а здесь все-таки 3,2 миллиона. Вот, и поэтому выскажу здесь свое мнение, для того, чтобы всем было понятно. Киев не собирался ничего выплачивать, Киев ни хрена никому не выплачивает. Вы поинтересуетесь у инвалидов, не медийных, не тех, которые участвуют в программах, там каких-то еще, поинтересуйтесь у людей, у которых ампутированы конечности, как им государство помогло. Поинтересуйтесь у людей, которые получили там ужасающие, у которых лица нет, что им государство делает сейчас, что для них сделало государство. Это просто, это как из книг Ремарка на самом деле, когда государство просто забило на тех, кто думал, что отдать свою жизнь за это уродское государство, это типа геройство. У меня все, дорогие друзья. Извините, вот такие размышления. Пока.